Ребята, доброе утро! Всем хорошего настроения! Посмотрите на эту красоту, да? Буквально вчера посмотрела видео, в котором рассказывает хозяйка канала про вот эту орхидею. Это э, сплит. Сплит он называется. И рассказывает, что деткуется. Да, я в комментариях написала, действительно деткуется. И охотно деткуется. Я уже одну детку сняла. Такой красавчик. О, как вам показать? Как вам показать? Вот такое цветение на дорощенном цветоносе. Видите, почку он раскрыл. Ой, ребята, обожаю этот оттенок. Обожаю. Сейчас вставлю его на место. Здесь у меня на полочке стоит. Красавчик. Вчера уже ложилась спать. Опять зашла на тему. И заказывала опять горшочков. Хочу, девчонки, для своих растюх такие вот горшочки. Вот такие вот, только большего размера. Мне так нравится, вообще супер. Я только проснулась. Я проснулась и сейчас вам пожалуюсь. Пожалуюсь. Померила сахар. Преддиабет, видимо, уже, девочки. 5,9 показал, выпила стакан воды чистой, походила, подвигалась, перемерила 5,1. Но все равно уже надо за этим следить. Вот такие горшочки. Тут у меня уже, конечно, зеленое все. Но я вот наливаю вот в это отверстие водичку. И растюха себе сама пьет. Мне очень нравится. Если что, буду смотреть, может, попересаживаю многие. Ну как, не орхидеи, нет, орхидеи пока нет. Вот, смотрите, какой красавчик. Вау, да? Девочки, орхидея, которую мне муж на день рождения подарил с ребятами, уже отцветает. Такая вот красавишна. Но ее надо привести в порядок в том плане, что она пока корни не начала растить, надо ее продушевать. Она у меня тут на столе стоит и вся в пыляке. Надо ее продушевать. В общем, я ее сейчас прям продушую, девчонки, вместе с вами. Потому что, ну, это не годится. Не годится, потому что она вся пыльная. Я дождалась, пока она будет уже подсохшая, иначе мокрую я ее не решилась тушевать. Я хотела вчера снять вот эти цветоносы уже. Так, ага, горячая включена. Я такую тепленькую. Хотела обрезать, а мои говорят, нет, тут еще только недавно открылся бутончик. Вот тоже. Вы понимаете, когда сами выбирали подарок, и она им, по-моему, так как они, ну, так как покупали ребята мои, то она им больше всего и нравится. Они прям смотрят, так, полито, не полито. Ну, это муж. Сыновьям-то особо. Вот такое промывание корней очень хорошо струей, хотя бы раз там в полгода, чтобы соли вымыть. Потому что, и, кстати, вот я холодную, ну и такую прохладную сделала. Но сейчас вода теплая, конечно, в кране. Нужно промывать прям такой от вредителей, прям хорошо теплой листиком. Все, она здесь у меня стечет. Корни намокли. Но ее надо пересаживать, девчонки. Она прям уже вообще. У меня там столько пересадок грядет. Прям вообще. Главное не забыть ее здесь. Надо вот так поставить, чтобы ее видеть. Вот это надо аккуратно, куски коры, чтобы не забили слив. Так. Хотела вам показать еще, что у меня здесь происходит. Есть расцветающие, есть те, которые уже отцвели. Ой, и еще отцвела моя красавица Фармари. Видите, цветоносы как? Сухие пообрезаю один. Такой блок сегодня. Слышно, что траву стригут с утра. Ой, это я пытаюсь зацепить.
Тут второй же цветонос. Она на 2 цветоноса цвела. Да, Лимошка? Лимошка? Лимошка ест яблоко. И смотрите, она мне тут организовала еще один цветонос. Третий. Посмотрите, какой. Сейчас я на свет покажу. На 3 бутончика. Ну, приятно, ну, спасибо. Потому что бульба слабая. И старая-старая бульба вдруг решила процвести. Я ее поливала вчера, поэтому как бы я ее под кран тоже пролила. Вот его я проливаю без опаски. Так, раз-раз, тут дренажное отверстие, осветила все и все. 23-й год. Так, а это я взяла посмотреть, вижу уже совсем отцветать. Уже начал. Это биглип. Ой, это цветонос уже. Все. Это биглип, который называется у нас Сакура. Ну, Гоу Сакура. О, Гоу Сакура совсем Гоу из горшка. Красавец. Ну, он давно Гоу из горшка. У него такая воздушная посадочка, но он еще влажный. Я что-то подумала. Он у меня всегда быстрее остальных просыхает. Слушайте, прям так. Он здесь неплохо устроился, хорошо. Вот эта ветка еще цветет. Красиво, очень долго цветет. А эту можно обрезать. Хотя она, ну, она уже начала она уже, так вот я обрежу. Начала уже сохнуть. Ну что тут уже? Видно, что она тут уже не... Ну что тут? Оставила одну почку. Но я думаю, с нее ничего не будет. Так присохнет и все. Такая вот красота. Выбрасываем. Так, и хочу вам еще кое-кого показать на моей. Так. Вот эту. Она у меня... Ой, они там дружат. Угу. Знаете, кто это? Это похоже на Пандору, но я прям... А как же так? Это я там зацепила. Так, сейчас, девочки, я возьму стульчик. Смотрите, у меня сегодня завтрак вот такой вот. Ребятам сделала бутерброды, а себе сделала вот безлактозный творог, немножко медика. Дали знакомые, они сами пасеку держат. И одна клубничка. Так, сейчас. Боже, тут уже по мелочи, по мелочи. Нечего даже рассмотреть. Все поотцветало, что-то будет зацветать, как, например, мой еще сапфир. Так, а здесь я специально, вот этот цветонос не держался у Baby Face. Я его сюда. Я хочу его рассмотреть, вот этого красавца. Он... А, у Baby Face после обрезки цветоноса новый идет. Чего себе? Вижу, он подсох. Надо бы его полить. Кто тут грустюшка такая? Что за грустюшка? Грустит тут со всеми, не здоровается. Девочки, уже пожилой попугай. У нас уже с 19 или с 18 года. Уже видно, что был мною найден уже не молодым. И уже видно, что сил нет. И летать уже не хочет, ничего не хочет. Так, вот эта красавица, она так странно растит. Чай, горшок. Растит розетку, вот как-то листья вот так, как-то странно поникающие. Я это заметила, удивительно. Так, но я тоже ее буду сегодня поливать. Вот сейчас достала, буду проливать. Вот так она, я обрезала цветонос, видите? И вот она разбудила одну почку, вторую. И вот в разные стороны закрутила. Ну, он красивый. Мне нравится этот красавчик. Но вот во втором цветении не такие крупные листья. У него, как знаете, листья, эти цветы, у него как будто гусиные лапки, вот такие вот интересные. Рисунок такой интересный. Вот был бы он в одну сторону, но что он покрутил все свои цветочки в разные стороны. Но все равно красивый. Слушайте, так мне что, надо эту полку полить? Ёлки. Вот вам и работа. Но это недолго. Это быстро. Хочу посмотреть еще на свою Венецию.
Венеция цвела, но он же ж такой товарищ. Я ему цветонос обрезала, не пойму. Ой, грязный. Его надо тоже полоскать. Это потому, что возле лимоши здесь и перья, ошметки все летят. Да, куст у венецианского карнавала приличный. Все, он уже, слава богу, успокоился. Но пока он совсем успокоился. А, только листик растит. Ну, вот ему можно сегодня дать что-то в подкормочку. Да, вот. А, и корешки растит. Это, смотрите, такая закрытая система. Нормально. Вот я думаю, может эту палку срезать. Или потом что-то на ней разбудит. Не, оставлю. Видите, какой грязнюля. Смотрела на тему, я Тёма называю, на тему смотрела, девчонки, такие рукавицы, не рукавицы, перчатки с микрофибры для ухода за листьями растений. Но я потом подумала, что это вроде прикольно с одной стороны, но я не заказала. А с другой стороны, думаю, с одной орхидеи на другую можно же перенести вредителя. Мы же все это знаем, грибковые заболевания. Сделаем так. Нет, надо, конечно, тут закрытая система, сильно не продушуешь, надо только вот это закрывать пленочкой вверх или кулечком и душевать. Вообще надо было бы. Но вот я боюсь вот особенно его душевать. Я ему лучше листья протру. Потому что вот это душевание очень часто нет уж вентилятора, сквозняков, боком выйдет. Да, тут надо уже всех поливать. В общем, я снимаю. Тут хотя и вода, но видно, что корневая сухая. Ну, влажность создается там. Это типа а-ля мокрые пяточки. Это Карина. Кариша, боже, понаросло уже. Да, надо ее залить. И, в общем, полить надо. Полить. Такая она красивая. Куст хороший. Новые корни. Красавица. Ну и вот эту красоту тоже надо полить. Она уже вся. В общем, есть чем заняться, девочки. Здесь, по-моему, еще мокро. Хотя вот тяжелый горшок, а корни видно, что посеребренные. Ну, и тоже надо мыть. Тоже надо мыть. Всех надо мыть. Бардак. Бардак. И жарко. И здесь вижу, никак она вот что-то не разрастется. Листик желтит. Но цветет регулярно. Так, здесь у меня все полито, все хорошо. Вот эту надо сегодня пересадить. Я прям на нее смотрю частенько и понимаю, что это уже безобразие. Хотя, ну вот она корень сюда выращивает. Вчера сняла один лист, вот еще один остался. Это самые-самые старые листья, уже оголяется шейка растения. Ну вот видите, вот идут корни. Да, надо бы ее перевалить. Там надо корни, ну вот мы оставим, может, наверное, сейчас я пополиваю вот этих красоток, поочищаем листики и перевалю все-таки в горшочек. Побольше спрячу эти все корешки. В общем, мы сейчас вместе с вами это сделаем, девочки. Сейчас только я вот позавтракаю и вот эту вот красоту приведу в порядок. И эту тоже. Надо просто листья повытирать и пополивать. У них уже чувствуется, что им не хватает. Не хватает им влаги. Жарко. Посмотрите, какая красивая Вивьен, да? Вивьен бабочка. Сугу Вивьен. Осталось мне 3 цветочка. А здесь смотрите, кто вылез. Совсем не бабочка, а вот такой вот. Так что вот такие, друзья, дела. Здесь раз всех просматривала. Вроде так они альденте кто-то полит. Я, кстати, недавно, вот на днях, пересадила свои вот эти шелерианы прям вот в мох, вот так вот, в такой горшочек. Обложила мхом. И с тем стаканчиком, что был, какую-то часть мха совсем страшную, засоленную убрала, а новый мох уложила. И очень неплохо они в таких посадках растут.
И чтобы не быть голословной, я, кстати, и вот эту пересадила. Это не шелериана, это стюартиана. Но пока они только туда, стюартиана вар. Тоже ее также посадила, также в мох. Но она была у меня в Корее, как-то плохо росла. Корни наверх, вот это непонятно что было. Но будем смотреть, как они будут развиваться вот в таком варианте посадки. Эти сидят в коре. Так, а чтобы не быть голословной, сейчас покажу, как вот в таком точно горшке, вот точно так же посажена в мхе у меня орхидея, как она развивается. Сейчас покажу. Она у меня где-то здесь на лоджии. А, вот это. Про нее писали, когда у меня было видео пересадка 4 орхидей. И я все там красивенько пересадила в кору, а эту я засунула в мох. Вот у нее второй цветонос. Вот она доращивает свои цветочки. Она должна была быть бабочкой. И я ее просто в мох засунула. Так, и что я вам хотела показать? Вот, у нее там уже куча корней. Просто я недавно поливала, здесь не видно. В общем, она даже поменяла свой цвет листвы, улучшила. То есть она из такого желтого цвета, такого, знаете, ну тут просто еще я место поменяла. И мох держит влагу лучше, чем как она сидела в маленьком стаканчике. И под лампами ей не нравилось. В общем, она здесь прям вот в такой посадке. Ну тут явно я видела больше корней. Вот, по-моему, еще корень, да? Вот корень идет. В общем, она очень неплохо себя стала здесь чувствовать. Вот в такой посадке. Просто ее мох частично убрала. Или я не убирала. По-моему, с ее стаканчиком я обложила мхом. И я просто по краю горшка чуть-чуть добавляю. Чувствую, он тяжелый, все, прекращаю полив. Вот и все. И она меня вот радует. Доращивает. Новый цветонос растет. Видите, какая благодарная. А вы говорите: Аня, что ты сделала? Так, и хотела вам показать свою красотку, которая... Вот эти, кстати, тоже, видите, вот такие желтые. Вот у этой что-то непонятно. Может, их тоже так же засунуть. Но тут корни растут. Просто какой-то цвет листа нездоровый. Это метушка какая-то. Purple Dragon. А это такая метушка. А это принцесса Red Point. Ну, какая-то она, да, мне не нравится ее листва. А, кстати, смотрите, помните, я вам говорила, вот этот личи, дракон личи. Мету Гиган Драгон Личи. Что он не цветет. Смотрите, а у нас цветонос. Так, этот красавчик вообще вне конкуренции. Я вам его уже показывала, да? И вот этот рубишка, Руби Даймонд тоже. О, обожаю этих двух красавчиков. И у этого еще вот бутончик дуется, видите? У Руби на старом цветоносе и новый растет. Такой молодец. А, показать я вам хочу. У меня спрашивали в комментариях: Аня, как там, увеличилась сильно, как там твоя болящая с желтыми листиками? Сейчас мы ее найдем. Так, это тетраспис отцвел уже, все. Сейчас я вам ее покажу. Вот она, ребята, здесь висит. Я сняла кашпо, как вы мне все, ну, многие писали, сними кашпо. Девочки, я не обрезала ей цветоносы, писали мне обрезать ей цветонос. Это специоза, которая приболела в мае. Приболела, я ее, короче, фунгициды ей даю просто каждый полив. Ну, вот так она, мне кажется, она перестала, приостановила свой процесс умирания, и у нее даже начал расти корень. Ну, тут болтается, но вижу, опять тоже уже просохла. Надо будет сегодня опять ее замочить с какой-то добавочкой фунгицидной. Какие фунгициды разные. И те, которые для корней, и те, которые для листьев. В общем, и серой мы ее 2 раза обрабатывали. Может, серой ее опять пробрызгать? Посмотрю. И еще там есть один фунгицид. На П как-то забыла, как он называется. Я его тоже купила. У кого-то видео было про него, про этот фунгицид, хороший отзыв. Я купила.
ППП. Забыла, девочки. Он настолько не распространен, что я забыла, как он называется. И я вот его тоже использую на ней. В общем, все, что есть в аптечке, все на ней использую. Единственное, антибиотики я не пробовала. Пока фунгициды именно специализированные для растений. Ну, такая вот некрасивая. Но надеюсь, что, может, пойдет уже чистый лист. Судить о том, как она себя лучше ей стала или хуже, я могу однозначно сказать, что не хуже, куда уже хуже. Но как только она даст новый, красивый, чистый лист, мы с вами поймем, что все, возможно, болезнь приостановилась, успокоилась, а листья эти, как уже стали поврежденные, так они и останутся. Девочки, протираю листья. Этот уже готов парень, но тут надо уже согнать воду. Знаете, как я облегчила процесс? Я беру, отрываю салфетку, включаю. Ну, это если я очень спешу, намачиваю и вытираю. Для каждого растения новую беру порцию салфетки и протираю аккуратненько. И нормально, раньше спонжиками протирала. Бывает, беру спонжи, а бывает, когда спешу, то мочу просто. Надо сильнее промочить. Это если я спешу и не планирую там лимончик добавлять. Если лимончик добавляю, то, конечно, сок лимона, то я, конечно же, это больше я осенью делаю. Когда лимоны свежие, такие нам привозят, часто лимонов приличных не найти, то я беру спонжик, развожу лимонный сок с водичкой и протираю. А так, по быстрячку, если надо стереть пыль, раз, и все. Протерла с двух сторон аккуратно. Она становится, бумажная салфетка, мягенькой. Можете просто взять какую-то, я пробовала много раз, антибактериальные просто салфетки. Это тоже прикольно, хорошо. Лучше детские, мне кажется. Протерли. Но надо на каждую орхидею отдельную салфетку. Это главное условие. Потом выкинули и следующую взяли для следующей орхидеи. Позы мои, какая ты красивая, какая ты хорошая, какая ты замечательная. Кто не любит орхидеи, кто с ними не знаком, присоединяйтесь, купите хотя бы одну орхидею и начните за ней ухаживать. Я недавно встретила свою знакомую, она говорит, что ей надарили орхидеи. Она говорит: ой, у меня уже 2 сдохло. Вообще, зачем мне дарят? Я не хочу. Мне вообще это ни к чему. Так что вот так. По-разному бывает, по-разному. Думала дать удобрение. Вспомнила, что сейчас всех микрохелпом поливаю. Слушайте, вот бутылка, которая 0,5, удобнее в руке, чем литровая. Я себе заказала на тему литровую, но она классно, что налил, развел, но потом тяжело ее держать в руках. Вот что я вам скажу. А это удобнее, но надо чаще ее заправлять. Так, сейчас этого польем красавца. Всем пообтирала листочки. Девочки, да, я понимаю, что вы скажете, ну, как бы надо мягкую ткань для протирки листьев. Да, салфеточкой хорошо. Микрофиброй, ну там прям вижу, девочки тряпочки режут, прям там это вот, потом их стирают. Ну, уже я не хочу. Я не хочу ничего резать, никаких тряпочек стирать. Это вообще, знаете, уже когда нема що робити. Ну, если там у вас немножко орхидей, то да. Конечно, для них лучше всего душ. Это без вариантов. Лучше всего душ. Но вообще, уж лучше взять детскую антибактериальную салфетку, протереть. Или в душ снести. Вот это вот можно отнести в душ было бы. У нее тут куча отверстий. И пролить хорошенько. Ну, что-то я решила заодно и ее протереть. Ну, все, листики чистенькие. Ничего не поцарапано, все нормально. Напишите свои варианты, как вы листья трете. Трете ли вы их вообще или просто стоят там себе? Раз какое-то время душуете, да и все. Ой, я миргородской напилась.
Все никак не дойду, надо кофе сделать, позавтракать. Меня за это мои домашние ругают, что я сначала с орхидеями вожусь, с цветочками, а потом про себя вспоминаю. Ну, я всегда им говорю на это: завтрак нужно заслужить. Я люблю кушать, когда есть желание кушать, когда есть аппетит. Но вот сейчас вот я полью эту полку, там вот еще 3 орхидеи, протру там саму полку и усядусь, включу себе какого-нибудь интересного контента. Буду кушать и смотреть, хотя не рекомендуют кушать, и во время еды не рекомендуют просмотр гаджетов, телесериалов. Это вредит пищеварению. Это я помню еще с детства, что просмотр... Ой, это доктор Комаровский рассказывал, что нельзя в каком-то из своих старых видео, давнишних, что нельзя кушать и одновременно смотреть телевизор. И у меня, кстати, было, девочки, не раз, что вот так вот у меня телевизор наверху, я кушаю, смотрю и давилась. Это очень опасно. Так что майте на увазі. Ты моя Халюся, ты моя красавица, ты моя вообще радость дня сегодняшнего, настроения. Вообще всех люблю, все красотки. Все, девочки, хочу с вами попрощаться. Давайте эту уже красотку пересадим наступного разу. Это знаете кто? А я вам потом и скажу, кто это. Я помню название, но будет вам такой спойлер к следующему видео, что мы будем пересаживать вот эту вот красоту. Все, пока-пока. Всех обнимаю. Всем мирного дня и хорошего нам настроения, прекрасного самочувствия и позитивного мышления. Пока-пока. Ребята, уже попрощалась с вами. А думаю, покажу вам эту елочку с новым цветоносом. Смотрите, как она растет прикольно. Все выше, выше и выше. Кошмар. В закрытой системе. Вот мне в моих условиях закрытая система очень подходит. Но не для всех орхидей. Для каких-то она никак. Или даже губительно. А вот для взрослых, таких любящих попить, она прям незаменима. И они прям так хорошо, активно растут. Но вот у этой, смотрите, какой листик небольшой. Сантиметров, наверное, боже, 10, да? Вот он так и растет. Хотя купила я ее с большими листиками, а верхушечка вот такая небольшая растет. Она там стоит под 2 лампами. Возможно, из-за этого, что у меня резкость, четкость не наводится. И она растит верхушечку такую небольшую. Может, это уже детка из середины идет. Кто его знает? Ой, а я нашла новый цветонос. Смотрите, еще один цветонос. Наверное. Как бы этот выше этажом, а здесь еще один. В общем, она у меня вот такая вот целая, хорошо пышненькая, на 2 цветоноса. Baby Face. Когда-то была такая популярная орхидея. Но она вот для любителей таких пастельных оттенков. Красота, красота, красота. Все чистенькие, все отутюженные, все красивые. Ой, эту я сюда поставила, она стояла там. Я ее переставила сюда, ну, чтобы ее видеть. Она, конечно, покрутила все цветоносы, этот сюда. Но ничего, все, теперь я спокойна, что они политы. Здесь опять же пролила, немножко она постояла замоченная, и я водички немножко оставила ей внизу. Кариша любит попить. Кариша, Кариша. Ой, ой, а там сильно я, подождите, девчонки, цветонос уперся. Нормально. А этот уже еле держится. Я его тут на венецианский карнавал вот так вот набросила. Но осталось 2 цветочка. Можно было бы, конечно, срезать. Думаю, ладно, хай цвете. Так, Венеция. Главное, что там, если где-то водичка. Ну, я так вроде все салфеткой
вымокнула, чтобы не было нигде водички. Вот Карина переживет, если там где-то водичка будет, ничего страшного, она не такая вредная, мне кажется. И вот этот переживет, а вот венецианский не переживет. Он прям может сгнить на раз. Вот такой вот парень. Это красотка. Это красотка просто невероятная. Все, друзья мои. Все, друзья мои. Всем теперь пока. Всем пока. Всем спасибо за ваши лайкосики и за ваши пожелания и комментарии.